Добрый день, друзья, это MNG, я вновь приветствую вас, и сегодня, как вы видите, мы будем играть в StarCraft. Но в StarCraft непростой, мы не будем проходить кампанию или рубиться в мультиплеер, упаси боже, нет. Мы сегодня поиграем в одну очень занимательную кастомную карту, называется она Direct Strike. Давайте сразу создадим, только я, наверное, не так сделал, да, мне надо не лобби создавать свое. Давай, Старик, не тупи. Мне нужно нажать автовход, чтобы мы сразу же попали к кому-то. Да, вот, пожалуйста. Direct Strike, что это за карта такая? Что это вообще за кастомка? В Warcraft, если кто из вас помнит, была очень классная кастомная карта Castle Fight, где сторона на сторону воевали от 1 до 3 людей. Они ставили здания, из этих зданий выходили юниты. Все эти юниты толпой шли к центру, убивались там взаимно друг друга, и кто-то кого-то рано или поздно передавливал. Вот. И в StarCraft есть очень популярная вот такая кастомка Direct Strike, которая взяла эту идею, немножко ее модифицировала, оптимизировала, сделала интереснее и стала просто самой наикрутейшей кастомкой в StarCraft. И вот сейчас мы в нее и поиграем. В ней есть два режима, таких основных, да. Обычный 3 на 3 классический, где все знакомые юниты StarCraft. А еще есть режим такой немного фэнтезиовый, где гораздо больше фракций, больше каких-то юнитов модифицированных, модами запиленных. И он такой поинтереснее, но уже для тех, кто уже как бы въехал в тему, там посложнее будет научиться всей этой истории. Лучше начинать, конечно, с базовой. Вот сейчас мы с базовой погоняем немножко, и потом, может быть, я покажу еще как раз вот этот модифицированный Castle Fight с большим количеством фракций. StarCraft, кстати, если кто не в курсе, нынче бесплатный. Я удивился, что, оказывается, Warcraft платный. Старый Warcraft уже так просто не поиграть в онлайне, надо качать именно Reforged. А вот StarCraft бесплатный, особенно если вы просто хотите погонять вот в эту кастомку, если вам понравится, можете просто его скачать, просто зайти, и кастомка доступна сразу. Старый добрый Blizzard, старый добрый StarCraft, но на новый лад. Давайте, ребята, грузим. Йоппи. Значение имеют и фракция, кстати, которая у нас выбрана. Вот у меня тираны выбраны, я чуть не обратил внимания. Тут вот два рандома у меня, рандом и еще тираны, да? Ну окей. Значит, у нас есть вот такой юнит. Это наш тип как бы строитель. У нас есть минералы вот такие, которые один заблокирован, а вот здесь можно их ставить. Но пока лучше не ставить. На кнопочку Q мы нажимаем, и вот у нас есть пул юнитов, многие из которых пока что закрыты, но открыты базовые. У нас постоянно тикают минералы. У нас есть вот такое время, которое обозначает, что через это время пойдет моя волна. И я могу что-нибудь у нас спамить здесь. Давайте я поставлю базовых мариков пока что. Просто сделаю много мариков. Все, на все ресурсы. На все. И прошел, смотрите, первый таймер. Бац, и пошли мои товарищи. Вот они идут. Вот у нас здесь вышка. Кстати, я, по-моему, могу что-то поставить, да? Я уже забыл, правда, где это делается. ТР. Ну, здесь грейды есть, можно апгрейд на атаку сделать. Почему бы нет? Как-то можно было башни ставить, по-моему. Или не в этой. По-моему, не в базовом режиме, да? Так, враги решили никакую волну не делать. Чисто моя волна, она пробила, видите. И вот пошла волна следующего товарища, оранжевого, вот этого. Протос, который, да, попался. И вот в таком макаре, посмотрите, его волна столкнется с волной синего, получается. Кто-то из них кого-то продавит. А мы пока грызанем защиту. Поставим газик. Видите, наш победил. Но сейчас придет волна, получается, фиолетового. Вот. И вот так вот это происходит. Вот мне уже тыкают, что я нубас. Типа есть такое правило некаданное, что нельзя ставить рано газ. Но мы не будем обращать на это внимание. Они не шарят. Вот. И, в общем, вот такая вот история, что волна на волну постоянно идет. Против меня здесь не самых лучших юнитов сделали. Отлично мне дали возможность. Он, наверное, тоже газ поставил. Вот эти газы, которые, как ни странно, ставятся на минералы, они дают ресурсы. Но здесь смотрите, какая история. Сам этот газ стоит дорого, как вы видите, да? Я бы мог сделать 4 марика, например, вместо этого газа. И вот эта красная полоса показывает, что пока она вот не дойдет до конца, он не работает на самом деле. Ну, то есть он работает, но он просто окупает затраченные на него ресурсы. То есть вот когда она дойдет до конца, то только тогда для тебя пойдет плюс.
А до этого времени это просто была трата ресурсов, которая ни к чему не привела. Поэтому газики очень не любят ваши тиммейты, когда вы их ставите. Вот, и с ними надо поосторожнее. Давайте добавим парочку мародеров еще, чтобы у нас было кому танковать. Я сейчас как раз грейжусь. Вот, у меня занимается мой товарищ тем, что грейдится. И когда он загрейдится, у меня откроются вот юниты тира 2. Вот у нас уже начинаются тут старкрафтовские истории. Нуптима и прочее. Кто-то у нас, видимо, прошаренный, да, тут нашелся. А, ну понятно, да, понятно. Он ливнул. Класс. Ну, слушайте, это даже неплохо, когда такие товарищи ливают. Потому что у нас теперь будет 2 на 3, но таймер наш будет сокращен. У нас будет больше времени на реакцию. И мы не будем иметь в команде токсика. Это тоже неплохо. Грейды. Какие я хочу грейды сделать? Где-то здесь были еще уникальные грейды. Вот эти новые. Например, щит. Steam. Отлично. Это сильно нас бустанет. Но я побеждаю, как вы видите. То есть, видимо, этот наш токсичный товарищ проигрывал. И плюс к тому еще и на нас изливал злость свою. Да, это фиолетовый, это первый пошел уже. Давайте еще грейд. Ну, и в чем здесь прикол? Мы смотрим на тактическую составляющую, смотрим, какой состав у врага, какой у нас. Видите, здесь марики-мародеры, у нас тоже, в принципе, марики-мародеры. Он, правда, добавил несколько риперов. Мы без риперов. Ну, давайте посмотрим, как мы справимся с этим. Справимся ли вообще? Справляемся, смотрите. Риперы не самое лучшее вложение его было. Возможно, за счет грейдов. Пока не знаю. Надо подумать, что еще можно добавить. Можно добавить пару танков. Мне нравится эта история. Сзади вот так. Парочку. Танки имеют свойство копиться долгое время. Можно вот такие штучки ставить. Приколюхи. О, нифига минка была. Минки мы делать не будем. Хотя можно, знаете, в банши пойти. Вот мой один танк, смотрите, сейчас он разложится. Скорее всего, я всех их убью, и танк останется. И моей следующей пачки, и потом третьей пачкой эти танки будут копиться по чуть-чуть, если нас не пронесут. Это неплохо работает иногда. Ну вот, и смотрите, в чем прикол с газом, да. Вот как давно я поставил газ, а он до сих пор даже не начал приносить мне прибыль, он просто окупается. Этот товарищ вообще газ не хочет ставить, смотрите. Так, здесь товарищ Гелионов добавил. Нам нужно что-то против техники, определенно. Ну, а что это? Это танки. Танки неплохо будут Гелионов разносить. Как и мародеры, в общем-то, да? Можно еще мародеров чуть-чуть добавить. Еще медиваки бы не помешали, я сейчас так посмотрел. У нас солдат никто не хилит. Ну, этот танк не выживет, но оттянет на себя немножко внимания. И этот тоже не выжил. Ну, видите, они пока не выживают, но вообще потом, когда будут большие толпы народу с моей стороны и с вражеской, вот в этих больших толпах, когда волна за волной идет, танки начнут выживать периодически. Это будет неплохо работать. Давайте еще медивак. Вот видите, сейчас уже моя волна доходит, а его осталось. И потом вот этот элемент, он еще сильнее будет заметен. Чуть меня начали вырубать, смотрите. Видимо, я в танки сильно вложился, но зато танки сейчас выживают. Да. Танки выживают, но это не помогает. Нет, надо немножко мяса добавлять. Возможно, гелиончиков. Или, может быть, баншей с невидимостью. Давайте гелиончиков чуть-чуть. Раз, два, три, четыре. Да даже 5. И немножко им обшивочку грейданем, чтобы они танковали получше. Цель вообще разрушить вот это здание, главное. То есть у него стоит вот это здание, у этой команды, да. У нашей команды вот это здание, оно отстреливается. У него есть щит, который довольно быстро регенерируется. Его защищать довольно приятно, видите, оно как мощно бьет. Ну и в общем надо добраться до этого здания.
При этом перед зданием есть у каждой команды вот такая фотонка. Если мы ломаем эту фотонку, по-моему, дают бонусные минералы, на которые очень круто покупать экономику себе. Кстати, я бы купил себе грейдик. Еще один. У нас теперь мало, нам надо как-то выживать будет. А если мы не будем думать о будущем, то печально может стать. У меня все равно продавливает, смотрите. Ну как, это не я был, да? Это был Протосс и мои танки. А теперь вот полноценный я. Медиваки, кстати, неплохо помогают. Можно еще в них вложиться. А медиваки же, по-моему, хилят, да, Гелионов? Я вот чуть не помню этот момент уже. Почему я? А медиваков? Ну, Протосс нас разбирает, конечно, конкретно. Против него даже не знаю, что собирать. Возможно, освободителей каких-нибудь. Призраки мне не очень нравятся. Вообще, можно еще чуть мариков добавить. Просто во вторую линию. Никогда не дурно бывает. Да, вот здесь нас продавили, конечно. За счет чего он это сделал? Все, мы проиграли, да? Блин, я не понял, за счет чего он это сделал. Ой, ну ладно. Ну что ж, в первом бою нам не очень повезло. Давайте сразу сходу ворвемся во второй. Все то же самое, 3 на 3. Я снова тиран. Ну, не знаю, тирану мне больше всех нравится просто. И попробуем еще разок. Начинаем, как обычно, с мариков. Ставим мариков. На этот раз, наверное, не будем ставить газ. Чтобы не демотивировать сразу ребят. Хотя я все равно, конечно, считаю, что это правильная стратегия. Одному игроку ставить газ. Хотя бы одному, чтобы он на перспективку работал. Но ребята, конечно, в базовом вот этом сценарии очень любят продавливать вышку первую. Это очень большой бонус дает. Это дает всем, по-моему, 100 или 150. И продавить вышку первыми, это очень важно. Капец как важно. И поэтому, видимо, от этой стратегии хотят отталкиваться ребята в основном. В этой теме. Так, это у нас что, фиолетовый пошел, да? Меня разобрали, кстати. Товарищ против меня пошел в риперов. Марики не очень хороши против риперов. Но я думаю, если их делать много, то все будет окей. Мы еще можем добавить им боевой щит, и будет вообще найс. Протосеки с протосеками. Пока на равных, да? Хотя вроде зеленый побеждает за счет филдов этих. Окей, мы пойдем в стимы. Этот товарищ у нас тоже оказался тираном. Против него кто? Это серый? Я не понял. А, инвиз. Смотрите, там инвиз. Против инвиза есть история. Можно сканы делать вот такие, но нужен тир 2 для них. Или можно поставить... Так, давайте мы сделаем грейд Steam, а потом пойдем сразу в тир 2, чтобы анти-инвиз сделать. Иначе большие эти задавят нас, конечно. Ну и риперы вообще в салат разносят нас, смотрите. Какая жесть, а? Слушайте, ну я могу тоже риперов добавить. Ладно, давайте сделаем так. Пусть они заботятся своим инвизом сами. А мы добавим мародеров, чтобы у нас кто-то вывозил риперов. Иначе риперы всех разорвут. Возможно, еще броньку стоит добавить или атаку. Наверное, броньку даже против риперов. С инвизом пока пусть сами ребята разбираются. Но я точно видел, там банши были. Да, вот они. Еще я могу пойти тоже в банши. Вот видите, кто-то скан потратил как раз против баншей. Я могу еще пойти в баншей, и они законтрят этих риперов вообще в хламину просто. Это будет неплохой мув. Плюс мы тоже вынудим врага тратить деньги на сканы. Да, видите, вот этот мой враг фиолетовый. Мне помогает, конечно, Протосс здесь. Сейчас будут помогать мародеры чуть-чуть. Ну и вот я уже почти справляюсь за счет мародеров. А сейчас еще пойдем в банши, и будет вообще хорошо. То есть броня, мародеры помогли мне. Хотя бы я не проседаю в салат. Это отлично. Ну и как видите, никто не ставит газ. То есть все хотят пронести башенку вот эту. И если проносишь башенку, уже потом оправданно ставить газ. И там скорее такой сноубол начинается. Так, окей, мы делаем грейд, копим немножко денег, чтобы сразу поставить 2 банши и инвиз.
Пока можно посмотреть, что здесь происходит. Пока вроде все идет неплохо. Постоянно тратит скан наш тиран. Так, сейчас банши будут. Давай сразу парочку. И им обязательно нужно делать грейд на инвиз, иначе без него нет смысла. Правда, я уже в бой вступил, да? Окей, грейд сделали. Следующие наши банши уже с инвизом будут. А меня товарищ опять стал пробивать за счет мародеров, да? Но обратите внимание, у него вообще нет ничего против воздуха. Вообще ничего нет. А мы сейчас будем делать воздух. Активно. Здесь форсфилдами вообще, конечно, такой кошмар пошел. Ничего. Что банши хочу? Давай. Так. Что-то очень жестко эти архонты давят с этими форсфилдами. По идее, это призраками контриться, да? Не люблю призраков, конечно, на этой карте, но, возможно, придется их сделать. Потому что вот этот третий протос прям жестко ими давит. Банши. Штучек 6 баншей я сделаю, думаю, не хватит на вот эту толпу. Ну и смотрите, сейчас он разберет мою землю, но с баншами ему нечем справляться. И банши будут спокойно отрабатывать. Банши, причем, смотрите, как умно делают. Они не тратят инвиз просто так. Они уходят в инвиз только тогда, когда по ним кто-то стреляет. А так они копят энергию, когда они... О, видите, появился враг достойный, и они сделали инвиз. И теперь мои банши помогают вообще моим товарищам. Это отлично. Еще хочу банши. Сколько? 5? Уже 6 их станет. Они даже здесь, смотрите, видите, отрабатывают. Враги, возможно, даже еще не поняли, что у меня есть банши. Они знают, что у врага есть банши, но что если они у меня, они не знают. И, кстати, наш союзник молодец, он сделал ворона. Ворон является детектором. И мне кажется, мы сейчас можем продавить вполне башню с нашими баншами. Отлично. И мы получили бонусные деньги, да? Я не обратил внимания где, но мы их получили. И значит, можно поставить газилку. Определенно. Можно немножко погрейдиться. 2 раза на атаку для мариков, да? Да, ну смотрите, но это, я считаю, чисто моя победа. Чисто за счет вот этих баншей и полной переигровки врага. Ну, или это косяк моего врага, который вообще ничего не сделал против воздуха. Вот сейчас, смотрите, они сейчас начнут тратить сканы, а банши-то работают. А скоро новые придут. Что им делать с этим, непонятно. А мы еще грейданем, давайте, атаку баншам и броню. И смотрите, все поставили газилку, видите? Вот оно так примерно и работает. Если вынес башенку, ставишь газилку, и у тебя офигенное преимущество. Ты получил деньги с башенки, сразу же пустил их в экономику. Как только башни у всех окупятся, вы начнете доминировать. А у врагов проблемы жесткие, им надо как-то разбираться с этим. Но при этом карта так сбалансирована, что так как бой теперь проходит на вражеской территории, у них волны как бы выходят и быстрее встречаются с вами. Потому что бой-то на вашей территории. И им легче как бы отодвинуть вас. Теперь самое важное задефиться от них. Так что будем думать об оборонке еще. Чем неплохо было бы нам дефаться или укреплять нашу вот эту банши стайл этот, да? Освободителями на самом деле. Парочку добавим их. Они будут закрепляться и усилять потом толпу банши, которые будут помогать моим союзникам. У врага тоже много банши. Я смотрю, он их спамит, что ли? Сколько у него их? Понятно, немного. А, ну вот они, вот они. Он тоже, в общем-то, их пытается делать. Добавил еще вот таких товарищей антивоздушных. Но освободители вроде бы норм. Вроде бы норм. Начнем дешевые фугасы. И на освободителей нужно что? Я уже забыл. Какая-то теха была на них. Вот она, да? Дальнобойная 200. Ну, тир 3 нужен. Можно выйти в тир 3, в общем-то. Можно покачать еще баншей. Мне нравится, что банши оттягиваются на них и потом копятся с другой пачкой. Это прям отлично работает. И вот смотрите, сейчас
Он воюет с двумя сразу. И с моими баншами, и с Протосом. Да, посмотри, как банши помогают. Он не может справиться с ними. Вообще отлично. Можно просто еще заспамить баншами. Или еще больше освободителей напихать. Я пока, правда, не заметил вообще их участия в бою. Можно и танки для такой же истории, в принципе, добавить. Чтобы они тоже копились, как бы, да? Давайте попробуем пару. Сейчас надо обратить внимание, как наши освободители будут стакаться с нашими союзниками. Мне бы хотелось, чтобы выжили. А, погодите, танки плохая идея была. Да, танки меня пронесут. Вот он тратит сканы. Вот мои освободители. Они вообще ничего полезного не делают пока что. Но мы убили весь антивоздух. И освободители остались. Это важный момент. Мы их здесь разбирают, да? Не, освободители не резон. Банши неплохо работают, но освободители и танки что-то не резон. Надо как-то усилять, видимо, наземку или вообще грейдиться дальше. Давайте грейд пока нажмем. Возможно, если я качну дальность освободителем, будет получше. Или можно просто подспамить немножко мародеров. С усиленной броней для них. Танки пошли, видите, уже. Вот этот тиран неплохо начинает разбирать. Кто серый, да? Серый тиран получается. Он, похоже, знает, что делает. Он пытается как-то миксить сетап. Да, вот этот меня просто толпой разносит. Он добавил еще много мариков. Ой-ой-ой. Ну да, смотрите, я глупость понаделал. Из-за того, что я деньги вложил во всякую чушь, которая не работала против фиолетового тирана, мы сейчас нас пронесли. Так. Ну давайте, ладно. Волну мариков усилим. Просто мясо добавляю. Волну мародеров еще, может быть, добавим здесь. Так, газилочка работает. Тут уже вторые добавляют. Но я не могу себе такое позволить. Потому что сейчас из-за меня мы проигрываем. Фиолетовый нас проносит. Так, ну здесь ладно, большие отработают. Операторами. Тут еще по ходу, пока вы играете, у вас какие-то уровни растут, и вам всякие скинчики открывают. Да, видите, фиолетовый вообще меня не замечает уже. Надо что-то с этим делать. Давайте в мародеров тогда. Они неплохо танкуют. Плюс тут техника стала появляться. С ней надо разбираться. А это все про мародеров. Гасты вот против этого товарища нужны. Он не хочет их добавлять, да? Но он и так справляется и без гастов. Так, ну вот и давайте посмотрим. Ладно, мне здесь помог, конечно, товарищ. Надо сканчик сделать. Я добавил много мародеров. Поможет ли мне это? Он начал добавлять много танков. Но мародеры помогли, однозначно. Это хорошо. Я бы либератором качнул дальность все-таки за 200. Тогда они начнут лучше стрелять и жить. И мародеры сыграли. Можно еще качнуть армор и добавить еще мародеров. И будет прям неплохо. Да, давайте еще. Вообще напряженно пошло. Они начали нас давить. То есть вот это качели вот эти. Из-за того, что они долго воевали на той стороне. Плюс я еще немножко накосячил с тем, что я делал. И они теперь, видите, вышли на нашу сторону. Но теперь, чем дольше бой будет на нашей стороне, тем сильнее мы сможем качнуть их в их сторону. И, возможно, даже продавить. Тоже либераторы стал товарищ делать. Хорошо. Возможно, викинги. Да, видите, викинги пошли у врага. Наверное, тоже пора викингов делать уже. У меня есть либераторы, которые тоже по воздуху работают, и пехотинцы.
Да, там сзади больше наяривают, ладно. Возможно, ворон не помешает один. Как детектор. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Прочь с дороги! Так, тут товарищ уже в третью газилку пошел. Нам надо переждать этот момент, когда у него начнут окупаться вот эта вторая и вот эта вторая. Вот когда у них она начнет окупаться, я смогу себе позволить еще поставить газилку. А пока я бы лучше тратил все в усиление армии. Сейчас грейды очень выгодные. Они на большое число народу работают. Сражение завершено. Так, лично тут наши армии соприкасаются. Его либераторы. Плюс мои банши, детектор и вся вот эта гапша. Хорошо. Так, ну вот это не очень хорошо получилось. Это что, капец у него, сколько циклонов этих. Вы посмотрите. Что за план такой? Вообще не понимаю, я вообще не понимаю его задумку. Что за циклоны, нафига они? Ой, возможно, танки стоит добавить против них. Улучшение завершено. Вижу цель! Или, я не знаю, или до упора топить в своих мародеров. Разнесем их в Может быть, клочья. это неплохо будет. Сейчас действуем. Давайте попробуем еще в мародеров. Мне кажется, правильная стратегия. В мародеров спамить. Можно вообще еще начать просто тупо делать крейсеры. Крейсеры очень эффективны. Правда, вот я не знаю циклоны, какая у них атака. 16 по механическим. Они, я так понимаю, воздушные в приоритет ставят. Это может быть опасно. Пойти в этих крейсера. Может быть, мне поможет армор вообще воздушный. Улучшение завершено. Ну вот он фиолетовый, да. У него мародеров еще больше, чем у меня, походу. Так. Ну, воздух мой выжил. И помог даже разобраться. В принципе, окей. У него мариков начинает не хватать. Мариков начинает не хватать. Еще, значит, давайте мародеров. Недостаточно Что еще минералов. хочу? И подумаем, что еще делать. Зачем этот грейд здесь вообще? Медиваки, наверное, нет. Чем они мне помогут? Непонятно. Покоритель магнитного поля. Ну да, он захватывает цели, 400 урона вносит. И, наверное, захват по летающим целям очень больно бьет. Возможно, танки стоит вообще добавить, учитывая, что я усилил мародеров своих. Танки, видите, начинают даже жить во фронтлейне. Они бы тут... Хотя у него так много мародеров, он снесет мои танки, я думаю. А вот банши мои стабильно остаются в живых. Обратите внимание. Может быть, просто еще больше банши вообще добавить? Огонь из всех орудий! Или крейсеров. Раз банши никто не бьет, то и крейсеров никто бить не будет, да? Бомбометание. Хорошо, давайте крейсеров добавим. В лейт уже идти. Тут уже много воздушки появляется. Крейсера, они по всем Огонь из всех отрабатывают. орудий. Начать пленных не... Первый крейсер пошел. Для него какой-то грейд, по-моему, важный есть, да? Да, вот этот. Ямато. Ну, не знаю, надо ли мне это, чтобы он так тормозил с этим Ямато. Наверное, не надо. Наверное, еще крейсер добавлю. И, кстати, мне газилку пора делать. Здесь уже окупились газилки у товарищей моих. Можно и мне газилочку поставить. Давайте. Крейсер работает. Он стал викингов добавлять. Все, мои банши теперь не выживают, да? Угу. Ну окей, я тебя понял. Посмотрим, как ты с 3 крейсерами будешь справляться. Минералы. Ага. Тут еще я вижу Grandmother. Вот эти темы, да. Возможно, мне викингов тоже стоит добавлять побольше, а не крейсеров. Тут смотрите уже, какие пошли армии с викингами.
Викинги на викинги просто война идет. Но я еще один крейсер все-таки добавлю. Наконец-то! Зачистить территорию. Флот вызывали? Так. Банши живут. Крейсер один живет. Меня вообще в салат разносит. О, ладно, я тебя понял. Добавлю-ка я еще викингов немножко. Что им можно качнуть? Быстро переходить. Это точно не надо мне вообще. Ладно, добавлю викингов, потом как-нибудь еще им грейдик сделаем. На урон воздушки. Ну это прям заруба-заруба, смотрите. Мы снесли по башне, да, и прям где-то в центре топчемся и воюем друг с дружкой. Ребята мои поняли, что не стоит вкладываться в газилки. У них теперь они окупились. Теперь мне только стоит в них вкладываться. Они должны тащить. Они еще немножко вперед все передвинули. Так, ну с серым мы справляемся, да, вот а фиолетовый, конечно, проблема. Жесткая. Циклоны. Циклоны, как оказалось, очень жестко работают, когда их много. Они берут просто в прицел юнитов. Забрасывают их. Но батлы, смотрите, в чем их тоже красота. Они выживают, они очень любят выживать и потом танковать, стоять. То есть они уходят, когда они чувствуют опасность, появляются у союзника и помогают союзнику потом. Что уже not bad вообще. Я бы еще одного добавил, батлы все-таки красота. Хотя бы как танки даже очень неплохие. И, наверное, качнем немножко их. Улучшение Атаку им. Броньку. Так, вот и я, да? Блин, меня сейчас может продавить этот фиолетовый. Давай скан кинем. Так. Чтоб было. Не продавливает. Но викингов он, дай боже, смотрите, сделал. А, вот фиолетовый. Вот настоящая угроза. А, тут рокировочка произошла. Да, я забыл вообще про это сказать. В определенное количество времени матча, сколько, 20 минут прошло, по-моему, каждые 10 минут игры происходит определенная рокировка какая-то. И что я теперь, походу, против другого уже стою. Фиолетовый против Протоса нашего стоит. улучшение завершено. Какие грейды вообще у народа? 3-3. Тут 2-2, тут 3-3. И пора 3-3, в общем, делать. И сейчас можно спамить уже юнитов. Включительно. Ну, для нас все неприятно. Мы прямо у базы стоим. Хорошо, хорошо. Давайте еще викингов парочку. Я против серого теперь стал вообще. У него викингов немерено, конечно. Но смотрите, вот какая толпа викингов, да? Они еле-еле батлы разбирают, и они все равно выжили. И теперь будут помогать моему союзнику. То есть впитают какое-то определенное количество урона от него. Еще тут есть контроль обилок. Можно запрещать какие-то обилки и юзать некоторым юнитам. Например, вороном это часто бывает. Надо. Там запретить турельки ставить или, не знаю, бомбы бросать. Так, тоже викингов добавим. Недостаточно минералов. Поболее. Ну и надо думать, как давить. Что у нас на лейт хорошо работает? Торы, не уверен. Циклонов может тоже добавить. Или танков. Или баншей еще больше. Хотя банши, по-моему, вообще не выживают мои теперь. От слова совсем. А тут торы, смотрите, вон пошли. Но торы не особо живучие, честно говоря. Банши живут, смотрите. Пока что, да, против серого. Против фиолетового, как они будут жить. Не особо, там очень много мариков сзади. Клонами. Против фиолетового вообще они не живут. Слушайте, я думаю, танки надо добавить. Как долгоиграющий юнит.
Немножечко танков. Гори, гори, ясно. Может быть, еще мародеров чуть-чуть. Еще на одну линию. Может быть, даже вторую линию из мародеров сделать, которые будут позже подходить. Или из мариков даже, может быть, лучше. Ну, уже игра начинает подлагивать, как видите. Месиво то еще. Так, опять рокировка, что ли, произошла? А, нет, серый. Это все нормально, да? Серый и я. Мы так и должны вроде как идти. У него капец викингов. Танков тоже много. Тоже батлы пошли. Мои батлы сзади пока. Но тут непонятно, кстати. Я уже даже с серым, по-моему, не справляюсь. Уже он меня за счет чего-то начал продавливать. Окей, я тебя понял. Еще танк. Может быть, еще батлов стоит. Батлы, по крайней мере, заметный импакт вносят. Они точно живут. И участвуют в 2 боях сразу. Может быть, просто викингов больше стоит добавлять. Пока на батла, наверное, накоплю. Как тут с газилками у народа? Все еще не решаются их добавлять. Моя скоро начнет окупаться. Неплохо. Полегче должно стать. Знать бы, сколько у них газилок еще. Просветки не хочется на это тратить. Капец, там викингов, вы посмотрите. Боже мой. Ну, по земле я даже продавливаю, как будто, периодически. По воздуху на равных, за счет такой орды викингов. По земле серого-то я продавил. Тут же фиолетовый меня добил. Окей. Начать бомбометание. Еще батл. Флот вызывали? Орудие... Рейвенов очень много стало у народа. Тут уже до нашей крепости доходит. Неудобненько выходит. Ну-ка скан ему дать. Да, батлы, смотрите, как тащут. Ну окей. Вроде разобрались. Еще сюда. Орудие... Батла. Флот вызывали? Ну, с серым я справляюсь, да? Как бы при поддержке башни это уж точно. Гелионов много. Может, тоже гелионов стоит добавить? Вот эти риперы хотя бы не так много урона вносить будут в геликов. Столько рейвенов. Ужас какой. Окей. Давайте добавим, значит, еще викинга. Может быть, газилку вообще стоит поставить в наглость сыграть, потому что у меня меньше всех газилок, я меньше всего импакта сейчас приношу. Но это 300, и еще окупаться очень долго будет. Возможно, какой-нибудь дополнительный батл или парочка викингов за место этих 300 будут критичными. Торы, смотрите, вот у товарища нашего голубого неплохо работали. Тоже батлов много уже. Да, ну здесь жесть какая циклончатая. Господи, сколько циклонов у него. Сколько гапши у него неубиваемый. Ну, батлы мои живут, смотрите, видите, вложение не зря прошло. То есть пока Протос разбирался с его наземной фигней, мои батлы очень много внимания на себя забрали, еще и выжили при этом частично. Так что батлы, по-моему, это наш путь.
Больше батлов, богу батлов, правильно? Флот вызывали? Даже здесь батл живет, смотрите. Так, вот он серый, да? На данный момент это мой главный враг. Мы его почти разобрали тут наполовину. Посмотрим, как мы с фиолетовым тогда справимся. Серый тоже делает ставку на батлов. И вот они тоже у него живут довольно долго. Господи, у фиолетового столько этих риперов, столько этой ерунды. То есть воздух у меня выжил, воздух продолжает воевать. В неравных условиях с кучей мариков. Но вот это вот все, это жесть. Как мне это контрить, я даже не представляю. Может быть, торами? Флот вызывали? Или может быть тоже геликами? В принципе, с него же и взять. Отследуют за мной. Давайте гелики попробуем понаставить. Отследуют за мной. Гриданем еще их, Отследуют за мной. чтобы они хоть чуть-чуть урона выдерживали. Есть еще апгрейд на тир 4. Unlock Endgame Contents. Но я не помню, что он делает. По-моему, просто баф всей армии. Что-то такое он дает. Улучшение завершено. Так, еще разок. Еще хочу геликов понаставить. Недостаточно мясо. минералов. Батлы хорошо работают. У меня прям их много. Они живучие. Их, правда, отправляют ТМП или что? Что на них работает? Захват цели. Вырубают мне как-то их за счет чего-то. Рейвен, наверное, да, это умеет делать? Инвазивная... Да, инвазивной матрицей он вырубает меня, я понял. Так, окей. Не молчи. Хочу еще геликов добавить. Мне кажется, это not bad. Чуть-чуть мяско За мной. Ответ. накинуть. Отследуют за мной. Отследуют за мной. Недостаточно минералов. Отследуют за мной. Я не знаю, кстати, как вы это видите, нет? Мне кажется, все лагает нереально. Так. Сейчас я выйду. Торы тоже живут. Мгм. Ну да, смотрите, гелики стали выживать. Ну, хотя бы чуть-чуть урон, да, проносить. И марики стали доходить до воздушки у них. Что неплохо. Банши мои разносят их танки. Батлы против батлов. Викингов уже почти не осталось. И вот осталась куча моих батлов. А где союзник-то? Ну, вот союзник. Окей. Батлы мои много урона впитали в итогу. Окей. Что еще стоит добавить? Давайте торов добавим, что ли, для танковки. Есть какие-нибудь грейды на торов интересные? На геликов адское пламя есть, в принципе, оно дешевое. Завершено. На торов не вижу ничего такого. Да вроде бы и все, да? Окей. Слушайте, ну до нас добираются уже. По-моему, плохо это закончится сейчас. Тут еще товарищ решил газ поставить один. Я так и не поставил третий. Можно эндгейм апгрейд сделать, он всех нас бафнет. Давайте сделаем. Улучшение Вызывали? завершено.
Upgrade complete. Что он дает, я не помню. Жду не дождусь. Я просто деньги потратил. Он ничего пока что мне не дал вообще. Он просто открыл доступ вот к этому. Теперь можно будет делать вот это. Оно будет добавлять атаку, move speed, ability cooldown, energy regeneration. Ну, атак speed, наверное, самое главное, да, здесь. Давайте сделаем его. И можно дальше продолжать, но это все дороже и дороже будет стоить. То есть я 500 потратил на 10 атак спида. Ну окей, будем идти лейт юнитами, значит. Сделаем апгрейд на технику попозже. Пока добавим пару торов и потом вот апгрейд на технику, наверное, да? Много инвиза. Приятного. Блин, ну все, уже за битвой смотреть очень сложно становится. Но мы пока выживаем, кстати. Чудом каким-то. Каким-то чудом мы выживаем. Это вообще что такое? Что это за гигантская мина? Это юнит, наверное, чей-то? Ну, типа вот этот, да? Как мой вот этот. Зови, прокачу. Просто встал туда. Так, ну давайте посмотрим хоть за нами. Как мы вообще с серым-то хотя бы справляемся. Мародеры марики живут довольно долго. Батлы викинги тоже живут. Мои банши разбирают танки планомерно. Мы с серым точно справляемся. Проблема в фиолетовом. С ним очень тяжело. Его так много. И он батлы мои вырубает рейвенами. Причем непонятно, как с этим бороться. Да, можно викингов больше делать, чтобы они рейвенов таки убивали. Очень много торов. Смотрите, кстати, как они неплохо работают по воздуху издалека. Может быть, торов реально? Попробуем. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Ой-ой-ой, крепость страдает. Блин, это конечная, да? Дайте мне, давайте хоть торов посмотреть. И нет. Ладно. Это -2, но вторая битва была интересная. Я, ребята, нубас, поэтому, видно, победу мне не одержать будет. Но это было интересно. Второй раз на 30 минут заруба была жесткая. Наверное, я ее проиграл. Потому что давно не заходил. Потому что у всех по 3 газилки, у меня 2. И я накосячил в какой-то период времени. То есть у нас было очень хорошее преимущество, но я его растратил на бесполезные танки и либераторы, которые не особо хорошо работали на том этапе игры. Наверное, стоило, не знаю, качнуться в Т3 и пойти сразу в этих батлов. Или, может быть, геликов добавить на этом этапе. А не то, что я сделал. Ну, будем умнее в следующий раз. Вот такая вот кастомка. Всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что StarCraft бесплатный. Вы можете его просто скачать и тоже погонять в эту кастомку. Называется она... Как она называется? Direct Strike. Самая крутая кастомка. Вот она даже алмазиком таким отмечена. Но очень прикольная, залипательная штука. На пару вечеров, не напряжно так. Обычно здесь катки длятся не больше 20 минут. Редко до 30 доходит. Ну и про особый режим, который я говорил, это Commanders. Вот мы сейчас играли в 3 на 3. Вы можете еще попробовать Commanders. Там не 3 фракции, там как бы 3 фракции, но у каждой фракции куча командиров. Каждый этот командир еще там уникальный. Можно кучу изучать всяких плюх. Это более интересный режим, но он и более продвинутый. Вот. Все, всем спасибо за просмотр и пока.